Всем привет! Сегодня вы увидите заключительную часть видео о Мезирицком укрепрайоне. В прошлых сериях я вас ознакомил с историей объекта, и мы углубились в тоннельную систему, начав знакомиться с ее устройством. В этой же серии я вам покажу музейную часть. Она интересна некоторыми сохранившимися экспонатами. Также, в продолжении изучения заброшенной части, мы побродим по недостроенному доту класса А и увидим интересные немецкие задумки. Как человек, старающийся ответственно подходить к созданию роликов и читающий многочисленные комментарии, сразу отвечу на пару вопросов, неоднократно заданных в предыдущей части. Первый вопрос. Почему на видео 2 человека, а на фотографиях гораздо больше? Я уже отвечал на этот вопрос на самом деле, но повторюсь еще раз. На этот объект я ездил 2 раза. Первый раз в июне 2015 года, а второй раз в августе 2016. В первый раз мы были вдвоем с Димой, и тогда я отснял все видео. А во второй раз, когда мы приехали, нас было уже 4. Я, неустановленное лицо, Игорь Самнамос и его девушка. Игорь хороший фотограф, и поэтому его фотографии было логично использовать в моих роликах. Отсюда идут эти непонятки. Кстати, ссылку на отчет Игоря я приложил в описании к видео. Можете почитать, что как происходило в августе 2016. Второй вопрос касается мистики. Видел ли я что-нибудь эдакое? Ответ вас разочарует. Нет, не видел. Вода, бетон, летучие мыши. Ровным счетом больше ничего. Различные каналы на ютубе с мистическим содержанием не более чем повод собрать себе большое количество просмотров и подписчиков, которые, видимо, очень наивны. Так что, увы, ребята, опасности там вполне себе реальные. Ямы, шахты, где-то можно провалиться, где-то можно удариться. Я надеюсь, частично удовлетворил ваше любопытство, а теперь давайте продолжим изучение нашего объекта. Погнали! Мы ушли от металлической решетки, венчающей вход в данный объект, и решили дойти до северной границы с музеем, в котором мы сегодня были, до решетки, которая отделяет музейную часть от немузейной, в которой мы сейчас с вами находимся. Слева от нас уходит тоннель к группе дотов Гнейснау 719 и 720 доты. Вот туда прямо уходит этот тоннель. Мы по нему не пойдем, потому что мы и так уже тут полночи шаримся. Нам сейчас дойти бы до решеточки и вернуться обратно, еще кое-что посмотреть из интересненького. Ну а вот название вокзала. О, летучая мышка пролетела. Вокзал Фридрих. Банхоф Фридрих. Фридрих! Ой-я-я! Небольшое ответвление от вокзала Фридрих, и мы видим интересный такой моментик, нестандартный. Лестница, идущая посередине, сбоку 2 прохода. Ну, проходы, скорее всего, да, там можно пройти. И кирпичная кладка. Дальше на небольшое расстояние уходит тоннель, в котором такие кирпичные опоры. Может быть, это были казармы, может быть, не были казармы. Кто его знает. Ну, а поднявшись по лестнице, мы просто увидим, скорее всего, 2-й этаж этого небольшого ответвления. Небольшой такой проход, очень напоминает мою работу, когда идешь где-то на СТП, и также свод тоннеля прямо около твоей головы. А здесь всякие разные мастерские, всякие разные кабинеты начальника СТП. Ну, в общем, чуть-чуть что-то у меня даже ностальгия промучила. Но на данный момент, скорее всего, здесь были какие-нибудь туалеты, потому что более чем уверен, что это остатки от унитаза. А в конце тоннеля, если заглянуть через кирпичную перегородку, виднеется кусочек блока, в котором, наверное, находилась какая-нибудь вентиляционная. Я думаю, что вот здесь как раз и были казармы, потому что туалеты говорят о том, что для людей, для служащих здесь сделали удобства. Наверное, они здесь находились какое-то длительное время. И вот спустя 20 минут где-то интенсивной ходьбы мы приближаемся к решетке, которая отделяет музей от остальной части. Ну, видно, что с наружной стороны были и не раз. Здесь огромное количество всяких разных панковских рисунков, огромное количество таких своеобразных граффити. Местные изгаляются вовсю. Ну, а здесь я сегодня тоже был. И вот что я немножечко наснимал. Краткий экскурс от снятого в музейной части. По факту, музейную часть мы посетили самой первой в этом объектище, днем 23 июня, а уже в ночь на 24 число спустились вниз в заброшенную часть. Сам музей интересен тем, что сделан в самой достроенной части объекта – группе укреплений Шарнхорст.
Прибыв к кассе, мы узнали, что минут 5 как ушла экскурсия, и рванули ее догонять. К слову сказать, там есть человек, который и на русском может провести экскурс, но нам в силу ограниченности по времени выбирать не приходилось, так что вникали в польский. Для понимания того, что вы увидите. Экскурсия начинается у Дота 717. Осматриваем внутри Дота экспозицию и спускаемся вниз. Ознакомливаемся с примыкающими к стволу блоками, идем к центральному тоннелю, а обратно выходим уже через 716 Дот и чешем к тачке. Ну а теперь рванули догонять экскурсию. О, пробежечка. 717 бункер. Кажется, нам в него. Фу. Если он открыт. Походу, немножко не успели за экскурсией, но тем не менее мы находимся на вершине 717-го дота и видим бронеколпаки. В данном случае они покрашены, круповская сталь, колпаки под пулеметы, наблюдательные, под миномет, под огнемет. В общем, здесь все довольно-таки сурово было. О, мы с вами. No to się spóźniliście. На экскурсию, да. Z jakiego kraju? Нет, Россия. No super, tu koledzy z Węgier są, no fajnie. Ну да, в принципе, каждый третий, второй слов понятно. Проходим внутрь. Słuchajcie, proszę Państwa, tu jeszcze jest fajnie, ciepło, tam na dole naprawdę będzie zimniej troszkę. Местами экспозиция представляет эдакую дополненную реальность. На переднем плане располагаются реальные экспонаты, видимо из тех, что смогли найти, а на заднем — аккуратно помещенная картинка. Кстати, из тех, что вы видели в моей исторической вставке в первой части. Ой. Сигнализация. Ладно, пока идет экскурсия, я вам вкратце расскажу. Мы находимся в помещении, где находился огнемет. Сумрачный тевтонский гений придумал выжигать противника, попавшего сверху на укрепление. Вот схема этого огнемета. Ну, а вот сам механизм здесь находился. То есть поднималась наверх форсунка, и она 360 градусов вокруг разбрызгивала вокруг себя горящую смерть. Mimo wszystko nie chciałbym jej... Болеет Мушуга. Она здесь официально живет, да? Что там, болеющая какая-то? Ale ona stąd nie wyjdzie. Мне нужно шкатулки по экскурсиям ходить. Помещение, где располагался миномет М-19. Об этом свидетельствует вот как раз соответствующие плакаты и схема обустройства. Вот такой вот миномет. Пулял минами. Это, видимо, остатки тех конструкций. Ну и, видимо, восстановлены, что ли, я уж даже не знаю. Работать минометчиком была, видимо, отдельная такая геморройная задача, потому что посмотрите, где его рабочее место располагается. Оно над моей головой где-то на расстоянии метров 2 еще. Ну и вот, собственно говоря, видимо, там сама установка миномета была. Все располагалось вот на таком вот поворотном столе, который вокруг оси своей вращался. Ну и, конечно, очень-то серьезно. Скорее всего, здесь хранились снаряды для миномета, сами минометные мины. Правда, как за ними ползать будет, что-то не особо понимаю. Второй подавал. Один наводил и полил, второй подавал. Ага. А потом тот, который наводил, не удерживал, такой, ой, и покумпало. Может быть, здесь какой-нибудь механизм был, на самом деле? Скорее всего. Чтобы для упрощения немножко ситуевина. Так, пойдем, а то сейчас на голову кочебрякнется еще. А экскурсия, видимо, уходит вниз в саму систему тоннелей, в которую мы с вами завтра попадем немножко другим путем. А сейчас пока давайте спустимся вместе со всеми по лестнице. Но нет, мы спустились всего на 2 пролета и оказались в, видимо, технических помещениях, где ФВУшки и все остальное. Light по-английски, Licht по-немецки. Короче, свет. Я что-то прошел немножко в сторонку, вижу остатки старых еще немецких задвижек, арматуры. Ну, в общем, нам здесь, по идее, делать нечего. Видимо, это все подготавливается для реконструкции бронедвери и так далее. Кстати, обратите внимание, что бронедвери сдвижные. То есть они сдвигались в сторону, специальное окошечко, чтобы можно было посмотреть, что к чему. Ну, ладно, мы давайте дальше рванем. По классическим канонам спецобъектов ствол кругового очертания разделен на соответствующие сегменты. В части из них идет лестница.
Вот я иду как раз по лестнице. А остальная часть отделена, по ней идут трубы вентиляции, видимо, водоснабжение, водоотведение. Ну и, возможно, было присутствие каких-то лифтов. Но сейчас на данный момент ничего такого нету. Но как подумать, что все это строилось в 1930-е годы, конечно, проникаешься уважением. Наши в этот момент только осваивали метростроительство, потому что, как вы помните, 1935 год, время открытия, год открытия московского метрополитена. Так, что-то я заговорился. Давайте вниз. А вот примерно схема того, как выглядела это, выглядит это в 3D. Сверху наш 717 и вниз мы спускаемся вот такое вот чередование нескольких блоков, соединенных тоннелем, перпендикулярно, который уходит из и уходит в. Ну и примерно схема расположения. Мы находимся в таком блоке, в котором раньше находилась, видимо, дизель-генераторная установка, так как видна станина под нее бетонная и распредустройство, старое немецкое распредустройство. Амперметр до полтинничка, вольтметр до 250, 220 вольт, видимо, вырабатывало. И некоторые переключатели. А ну-ка давайте. Тут рука немцев когда-то, наверное, прикасалась. Красота. О, дрезинка на ходу. По всей системе была проложена железная дорога, поэтому можно было немножечко покататься. Блин, просто шикарно. Вот бы по коллайдеру на такой штуке прокатиться. Кто-то девушка на лодке катает, а я могу вот так вот прокатить. Девчонки, кто со мной хочет? Нормально. Тормозим. Чтобы выбрать направление движения, нужно вначале плавно рукоятку дернуть на себя или от себя, и потом, чтобы продолжить разгон, нужно доводить ее до самого крайнего положения. О, нормуль. Тележка. На узкоколеечке виден очень слабый накат. Естественно, саму экскурсию мы почти не слушаем, так как экскурсовод очень быстро говорит по-польски и просто уже ничего не понимаешь, весь смысл теряется. Но, тем не менее, я тут бегаю, немножко фотографирую, а вот это, конечно, пипец. Нифига себе, сколько идти тут. Прогулявшись по маленькой музейной части этого подземного комплекса, начинаешь понимать, насколько он был все-таки велик и огромен. Это, видимо, здесь радист сидел, надписи на немецком, закладные, узкоколейные стрелки, а я все продолжаю свой путь дальше. Повсюду ходят ответвления. Жесть. Ладно, мы пытаемся догнать экскурсию. Ворота. Интересно, старые или уже новодел? Ну ладно, уходим. Уходим в темноту. Я что-то с собой не взял свою сумку, в которой таскаю обычно все, что достаю из рюкзака, поэтому я сейчас просто перегружен. Снимать очень неудобно и, наверное, все очень сильно трясется. Но вот так вот. Тоннель без освещения. Пройдя по маленькому вот этому, точнее, как сказать, маленькому, довольно-таки протяженному аппендиксу довольно небольшого диаметра, мы попадаем в основную систему тоннелей. Иди вперед, я просто на твоем размере покажу. Вот, это основной тоннель лагеря дождевого червя вот этой системы. Довольно-таки большой, можно спокойно на газели пулять. Мы находимся в его музейной части, которая отделена от заброшенной части решетками. Сейчас немножечко посмотрим решеточку и побежим догонять экскурсию. Такая вот она решетка. Мощная, очень мощная. Это уже современная. Ею отделяли систему. Ну а мы, я думаю, с вами там окажемся, когда мы денемся. Замок, ловить здесь нечего. Ну, то есть, понятно, докуда мы дойдем в случае чего. Там уходит также система тоннелей. Я смотрю, даже пытались через низ пролезть, раздолбав куски бетона, но тоже это все заделано. Ну, понятно. Объекты для поляков немножечко баянистый.
О, фамилии наших увековечившихся. 72-74 год. Шитин. Товарищ Шитин что-то здесь делал. Серпухов. Это моя женщина. Серпухов. О, какие знакомые города. Протвино, были мы там у вас. Надписи действительно интернациональные. Синьява, Врошлавград, Москва, 1973. В общем, такие уже исторические. Еще здесь представлены электровозы, утюги. Узкоколейные электровозы, ну, аккумуляторный ход. Мне это очень сильно напоминает коллайдер или метрострой какой-нибудь. В общем, все просто. Ручной тормоз, простенькое управление, ничего лишнего. Вот это мне понравилось больше. Это пассажирские вагоны четырехосные. Такие вот сидушечки. Посередине, вентиль зачем-то сделан. Это, видимо, стояночный тормоз, потому что не везде он есть. Вот такие вот сидушки. Здесь 4 человека, как в гробике, благополучно могли ехать. Итого 4, 8, 12. 12 человек. Вот в таком вот вагончике. Нормально. Сзади, за двумя этими пассажирскими вагонами, вагонетка пустая. Ну, видимо, для перевоза грузов. Что-то здесь забыл. Чайник электрический. Да, бывает. И платформа. Вот так вот народ... Так вот немцы и катались по лагерю дождевого червя. Все, мы покидаем основной тоннель, сюда мы еще вернемся, но с другой стороны. Утюжок. Легкая пробежечка, где-то с полкилометра. И двери закрываются. Метров 500, да? Метров 700. Даже побольше, наверное, метров 700, да. Все, дверь закрылась. Оп. Обратно мы шли другим путем, другим подводящим тоннелем и оказались немножечко в другом рудтворе. Но что-то похожее имеется. Закладные под дизель-генератор. И что самое такое приятное, велосипед. Но здесь реально можно на велосипеде кататься. Эх, велик. А это, видимо, сигвей по-местному. А еще хочу заметить, что дышится здесь очень легко. Воздух свежий, не спертый, не затхлый. Поэтому я думаю, что сегодня мы гулять будем во вполне себе комфортной атмосфере. Ну, разве что только не по лесу, а немножечко глубже, на несколько десятков метров. Ну чего, нас ждет путь наверх. Несколько полетов по лестницам. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Я поднимаюсь и понимаю, что тут даже перила из монолита сделаны. То есть они тоже бетонные. С такой немножечко скругленной сверху поверхностью. Но это чисто из бетона. Все из бетона. Много бетона. Удивительный мир бетона. В исполнении немцев. Ну и поднявшись отсюда, вот как раз в ствол уходит труба вентиляции, мы с вами идем в сторону выхода, в сторону основных помещений ДОТа. Еще 1,5 полета по лестнице, и мы почти у выхода. Я по-польски не понимаю, что эта картинка означает, надпись. Пойду дальше. Остатки от взрывов взрывали уже советские, польские войска, когда захватили этот лагерь. Мы с вами оказались в 716-м доте. Ну и вот мы выбрались на поверхность. Оттуда, пройдя по металлической лесенке еще наверх, в скале. Ну, точнее, это не скала, это бетон, но, правда, выглядит уже как скала. И вокруг нас разбросаны бронеколпаки. Такой колпак – это вентиляционный, воздухозаборник. Ну, они такие типовые. 2-й, 3-й там. Вот такой вот колпачок – это минометный. Миномет М19 как раз здесь располагался. Рядом располагается огнемет. Ну, сейчас он не совсем в том первоначальном своем виде, но, тем не менее, здесь был огнемет. 2 пулемета находились под защитой такого вот бронеколпака. Причем толщина стали, ну, она, в принципе, везде такая довольно-таки мощная, примерно одинаковая. Сейчас я вам покажу. Ну, вот моя рука. Вот я достал до края, до другого внутреннего края этого бронеколпака. Так что, считайте, далеко по запястью уходит. И наблюдательный бронеколпак. 1, 2. Вот видите, отверстия вокруг идут. Это как раз наблюдательное отверстие. Здесь, видимо, по нему лупанули. Поэтому, ну, скорее всего, от стали срикошетило. Преимущество такой стали было в том, что снаряды от нее рикошетили. Очень хитрая сталь была. Сверху находился перископ. Ну, конечно, след от попадания, да, немножечко впечатляет. Вот моя, пожалуйста, рука. И, в общем, я представляю, каково внутри там было народом. Ну, а мы опять бегом догонять экскурсию.
О, уходящие в перспективу драконовые зубы, противотанковые заграждения. Это был тоже один из элементов защиты, помимо сети вот этих укрепленных бункеров. Иду и анализирую, как повел бы себя танк. Враг для немцев был оттуда, то бишь мы, поляки. Ну и поляки, в смысле. То есть, получается, танк накатывается и как по трамплинчику просто взлетает и садится на эти зубчики, где дракон, грубо говоря, его осаждает на себе. Ну а дальше с танком можно уже разбираться. Не удивлюсь, если заехать на эти зубчики еще было той проблемой, так как наверняка, судя по густой растительности, там какой-нибудь противотанковый ров идет. Ну, в принципе, да, я прав. Вот, пожалуйста. То есть, мало того, что танку нужно съехать вниз и заехать наверх, так еще и преодолеть эти зубчики. Вполне эффективное заграждение против танков. После посещения музея мы еще полдня колесили по дотам. Посетили вход, видео о котором я вам показал в прошлой части, поели и рванули изучать заброшенную часть объекта. А сейчас давайте же возвратимся к решетке, отделяющей заброшенную часть от музейной. Впереди нас ждет еще много интересного. Кстати, вон там вдали как раз виднеется вагонетка, а за ней вагоны, и там электровоз, утюжок. Полчаса интенсивной ходьбы от музейной зоны, и мы оказываемся у вокзала Дора. Впереди нас ждет выход. Выход к 724-му бункеру. Но там довольно-таки неплохая разветвленная сеть тоннелей, кое-что из которых я вам покажу. И потом все на выход, потому что уже времени 5-й час, немножечко начинаешь запинаться, уже вот реально в голове кутерьма, хочется разбить быстрее палатку и лечь спать. Так что, ребята, go-go-go! А многие любят смотреть мои видео с какими-нибудь ништяками. Вы, если что, там уберите их в сторону, ну или сами отвернитесь. Не самое то, что неприятное зрелище, но тем не менее. Вы когда-нибудь видели, как умирают летучие мыши? А как выглядят мертвые летучие мыши? А выглядят они так. Они даже, когда мертвые, благополучно цепляются лапками за бетонную стенку и благополучно так плесневеют. Вот вам один экземпляр. А вот вам второй экземпляр. Я, честно говоря, немножечко удивился. Никогда такого не видел. Я-то здесь иду в первый раз, а Дима-то здесь уже ходил, потому что он спускался через этот ствол. И он говорит, что дальше нас ждет веселый квест. Сейчас мы начнем плавать. Ну, ё-моё. А до этого-то мы типа не плавали. Понятно. Ладно, молчу. Идем. И вот действительно халява заканчивается, рельсы закончились, дорога нормально заканчивается. И все то же, что мы с вами видели ранее. Подтопленный тоннель, и мы сейчас полезем по закладным. Ой, главное, чтобы она в руках не осталась, а то будет очень грустно, и мокро, и обидно, и зеркалка копнется. Ой, беда. Я чувствую, от кого я произошел. Пройдя немножко дальше, я увидел интересную вещь. На случай, если противник прорвется через группировку дотов Йорк и попытается попасть в основной тоннель системы, в бетоне здесь сделана такая закладка для установки пулемета. То есть, собственно говоря, то окошко, где я нахожусь, здесь должен был стоять пулемет. Давайте немножечко сейчас подробнее осмотрим, как это все дело выглядит. Естественно, ствол орудия будет направлен на набегающего противника, захватившего группировку Йорк. То есть вот, пожалуйста, хоп, мы ведем и сразу попадаем на ствол. Основной тоннель, точнее тоннель, ведущий к основной системе, заворачивает немножко вправо. А мы с вами можем пройти внутрь. Ну, естественно, здесь ничего не будет. Небольшое такое компактное помещение, где должны были храниться снаряды, патроны и место для установки самого пулемета. Но сделано довольно толково и довольно-таки неожиданно. Это такая первая конструкция, встреченная мной в этой системе. – 1967 год. Далекие времена уже, однако. Баннер и выход нас ждет с левой стороны. А мы пойдем немножко прямо, чтобы посмотреть, что кроется внизу недостроенного сверху укрепления класса А, который мы сегодня посетили, посмотрели, но даже входа толком в него не нашли.
Направо от нас уходит такой вот тоннель, я его назвал яйцо в яйце. Видите, как плавно изменяется его сечение. Это к дотам 722 и 721. А прямо мы входим в планируемую на тот момент, но недостроенную систему укреплений дотов класса А. Вот как раз тот номер 8 – это дот класса А. Он должен был иметь два ствола наверх. И эти бункеры назывались Ост и Вест, ну то есть Восток и Запад. Сейчас мы идем по тоннелю, а параллельно нам идет второй тоннель, который соединяется между собой перемычками. Это блоки. А в блоках должны были находиться казармы, различные дезактивационные, например, от поражающих газов, там всякие технические, инженерные решения и так далее. То есть это отдельный бункер в бункере. Очень мощное укрепление, которое, к сожалению, точнее, к счастью, на самом-то деле, к счастью, реализовано не было. Интересная деталь, такой не было в других местах, как будто выведены трубы за обделку тоннеля, как будто для нагнетания раствора какого-нибудь цементирующего. Такой интересный моментик. Вот здесь видна закладка. Я в свое время, когда мы ходили вчера, думал, что это какое-нибудь там нагнетание, но не мог понять тоже, что это такое. Оказывается, сюда закладывался заряд, и если бункер все-таки захватывали, то немцы, отступая, взрывали, то есть заряды идут с обеих сторон, они заложены в стену вот так вот, на метр где-то, и они обрушивали за собой тоннель. Соответственно, в систему никто проникнуть не мог. Вот одна из перемычек. Ну, давайте пройдемся по ней, и мы с вами попадем в соседний тоннель. В принципе, он уже виднеется. Вот, пожалуйста, входим как раз с вами в соседний тоннель. Перемычка нас соединила. Здесь идут отдельные такие аппендиксы. Ну, в этих аппендиксах как раз должна была кипеть жизнь. Количество этих ответвлений просто бесчисленное, и проходя мимо одного из них, я аж прямо вот так вот остановился, потому что на меня чувак посмотрел. Граффити иногда, конечно, очень забавное, иногда очень в тему, а иногда просто заставляющее задуматься. А иногда просто думаешь, какие придурки вообще это писали. Мы подходим уже к самим недостроенным укреплениям, и здесь видно выломанный бетон. Какая-то неведомая сила его просто вырвала, этот потолок, и песок обвалился немного вниз. На самом деле довольно-таки стрёмная тема, потому что никогда не знаешь, когда следующий массив этого песка рухнет вниз, и это может быть реально в любой момент. Знаете, такая глыба прилетит, и в принципе все. Отсюда тебя уже заберут в немножко неживом состоянии, поэтому быстро проходим и не выпендриваемся. Сохранилась верхняя половина бронедвери. Мне кажется, она немножечко не будет вращаться на петлях, но тем не менее основная подготовка здесь уже сделана. Давайте уже дойдем с вами до конца. Может быть, даже здесь ствол какой-нибудь будет. Потолки сразу становятся очень высокими. А вот мы видим, кстати, лестницу. Ого! Поднялись наверх. Это ствол Вест, который слышны птицы поющие. На улице сейчас уже рассвет. Я боюсь, что мы здесь не сможем выбраться наружу. Да нам и не нужно, потому что машина совсем барахом у нас находится в другом месте. Но тем не менее, давайте ради интереса посмотрим, что тут как к чему. Главное вниз не навернуться, а то падать не близко. Дыра в стене. Незаконченное бетонирование. И вот заделанный ствол. А там рассвет, там жизнь. Ну а вот так вот выглядит ствол вместе с лестничным пролетом. То есть часть ствола занимает сам лестничный пролет, а остальную часть должны были занимать трубы различные, по которым подавался воздух очищенный, вода, отводились стоки. Ну и часть ствола просто оставалась такой свободной. Можно было сделать, например, грузовую клеть какую-нибудь. Наверное, она тоже была предусмотрена. Диаметр ствола метров, наверное, 6.
может даже 7. Такая вот она лесенка. Такой вот он ствол. Приятно, конечно, здесь спускаться. И меня все продолжает убивать бетонные перила. Немцы молодцы, все из бетона. Даже нас переплюнули. Ствол ОСТ А8. Надпись гласит «Нет выхода». Мы даже и проверять не будем, потому что нам это не нужно. Но такое чувство, что здесь просто закрыто бетонной пробкой все. Дальше вдаль проходит еще несколько таких вот перекрестков, дворов, скажем так. О, кстати, интересное такое граффити «Икар и Дедау». И мы упираемся в конец на данный момент, ну и в принципе просто в конец укреплений группы Йорк. Виднеется такой бетонный постамент, ведущий немножечко вниз. То ли это было для стоков, чтобы потом откачивать, то ли это запасы воды. В общем, вниз я уже не полезу, потому что там видно вода, виден некоторый мусор. Но прикольно, конечно, такой конец тоннеля, венчающийся таким небольшим постаментом с уходящим вниз еще стволом метров на 10. Конечно, кроме сдвоенных таких бронедверей, граффитюхи весьма интересные и несколько философские. Все, на выход к 724 стволу. Подходим мы к выходу, 724 ДОТ. Видим стандартную для подземных сооружений этого типа станину под дизель-генератор. Здесь в рядочек идут несколько подобного плана тоннелей. В одном из них должна была храниться еда, в другом электричество вырабатывалось, ну и так далее. Фильтровентиляция. Все, что необходимо для обеспечения жизнедеятельности персонала. А мы с вами поднимаемся по этой лестнице и выходим наверх. Замотались. Не то слово. Еще интересный подмеченный нюанс заключается в том, что в стволе на его обделке бетонной виднеются следы или заделы, я не знаю, под сооружение лестницы. То есть пролет, который идет наверх. Раз, внизу он там вот 2, выше он 3. То есть такое чувство, что немцы уже по факту соображали, как будут ставить эти лестницы либо с левой стороны, либо с правой стороны. Насколько вот отсюда видно, в бетоне выфрезеровано что-то типа такой канавки, то есть куда должна была закладываться лестница, а потом она немножечко заделана. Может быть, это шли типовые кольца, видите, сам ствол, он из таких колец сложен. Может быть, они такие типовыми шли, и потом уже по факту вставлялись сами лестничные пролеты, как это сделано здесь. Но, в общем, в любом случае присутствует некая унификация. Поднявшись по пролетам, по одному, по второму, по третьему, мы видим свет в конце тоннеля. И ура, праздник! Мы можем выбраться на улицу. Ноги уже не сгибаются просто. Ура! Сейчас бы ногу еще... Машина стоит? Машина стоит. Стоит родненькая. Все, 2 исследователя польской немецкой подземки показались до поверхности. Мама, папа, я передаю привет. Это было мощно. Да, действительно было мощно. Это было круто. Ставим палатку. Вчера настолько сильно замотались, что я даже уже не снимал, когда мы поставили палатку и готовы были завалиться спать. Но спустя несколько часов исправляю свою ошибку. Вот так вот около входа в ДОТ мы благополучно и провели несколько часов своего сна. Ну и на этом, я думаю, что можно заканчивать наше видео. Надеюсь, вам понравилась наша прогулка. Надеюсь, вам понравились те исторические моменты, которые вы узнали, потому что, признаюсь, для себя я очень много чего нового узнал, когда изучал историю этого объекта, историю этих мест и вообще как бы историю того времени. Целый пласт открылся для меня. Всем доброго утра. Доброе утро. Ну, доброе утро, недоброе. Мы с вами прощаемся. Спасибо вам за просмотр. На заднем плане замечательный бронеколпак как раз виднеется. В общем, лайк, подписка. Рассказывайте друзьям, кому также нравится путешествовать и также нравится узнавать что-то новое. С вами был МШ. Дима.
До следующих видео. Пока-пока.